Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тютченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим плюсы и минусы свиней породы крупная белая. Сразу скажу, что это уникальная порода свиней, в которой настолько много плюсов, что очень сложно найти минусы. Если представить пирамиду свиноводства, то порода крупная белая стоит в самом верху, как на пьедестале. Крупная белая порода свиней является фактически родоначальницей всех современных пород. Без нее не обходится селекция ни одной породы. История этой породы начинается в английском графстве Йоркшир с 1851 года, когда она была представлена на выставке и представил свинью некий Джозеф Тулей. Он не был свиноводом, он был ткачом, но его страстью и увлечением было свиноводство. Свиньи очень понравились посетителям выставки. Это было что-то кардинально новое. Вместо всем привычных заплывшим жиром свиней, которые еле стояли на своих ногах, он представил красивых белых свиней, которые были длинными, крупными и с широкой грудью. И здесь нельзя не отметить, что эта порода произошла всего от одной пары свиней. Чтобы закрепить в потомстве их превосходные качества, он применял близкородственное спаривание и получил вот такой просто фантастический результат, который понравился всем свиноводам. Сначала эта порода была названа йоркширской, а потом переименовали ее в крупную белую. Хотя в некоторых странах эта порода до сих пор называется йоркширской. Например, свиньи канадской и американской селекции и сегодня называются йоркширскими. Порода, которую представил Джозеф Тулей, очень понравилась посетителям выставки за свой экстерьер. Это реально красивая свинья. У нее средняя голова, умеренного размера уши, мускулистая шея, широкая грудь и круглые мясистые окорока. Свиньи имеют эластичную кожу, покрытую длинной щетиной. Щетина, правда, у этих свиней редкая, и они обгорают на солнце. Этот факт можно отнести к недостаткам породы. А вообще у свиней породы крупная белая прекрасное телосложение. Прошло буквально несколько лет, и кроме красивого экстерьера и крепости конституции, свиноводы отметили, что эта порода обладает и рядом других превосходных качеств. Порода не требовательна к еде, очень хорошо приспосабливается к различным условиям содержания, и это еще не все. Как оказалось, что свиноматки очень продуктивны и приносят много поросят. Поросята очень быстро растут и очень быстро становятся половозрелыми. У свиней крупной белой породы спокойный нрав, а свиноматки очень хорошо проявляют материнские качества и заботятся о своем потомстве. Благодаря этим качествам порода крупной белой очень быстро распространилась сначала в самой Англии, а потом и по всему миру. И куда бы ни попала эта порода свиней, ее везде начинали скрещивать с местными свиньями для улучшения местных пород. Ведь местные свиньи всегда были более адаптированы к местным условиям содержания, кормления, а также более устойчивы ко всевозможным заболеваниям. Но, увы, они были малопродуктивными. И что удивительно, во всех странах стали получать отличные результаты. Причем самые лучшие результаты стали получать при скрещивании свиноматок крупной белой с хряками местных пород. В принципе, пробовали всякие методы спаривания, но самые лучшие результаты получали именно при скрещивании свиноматки крупной белой и хряками местных пород. Как оказалось, что наряду со всеми положительными породными качествами этих свиней, есть еще один очень положительный момент. Свиноматки породы крупная белая оказались генетически восприимчивыми. То есть при спаривании с хряками других пород они принимают их качества, но не теряют своих плюсов. Это было открытием, и с этого момента порода свиней крупная белая получила еще большее признание. Селекционеры начали целенаправленно работать над материнскими линиями этой породы. При улучшении местных пород при различных видах скрещивания заметили еще один феномен, что если скрещивать свиноматок с хряками других пород, то в первом поколении иногда наблюдается буквально всплеск продуктивных качеств. Причем на много процентов, так на 20-30. Начали работать над этим. И теперь эффект гетерозиса, то есть резкое увеличение продуктивности в первом поколении после скрещивания крупной белой с хряком другой породы, гарантированно получается при скрещивании породных линий, отселекционированных по этим свойствам. Подробный материал на эту тему смотрите в другом видео, которое уже опубликовано на канале. Но кратко я могу сказать так, что если вы крупную белую свинью покроете семенем хряка другой породы, то почти гарантированно вы получите увеличение продуктивности у потомства.
У отселекционированных же линий потомство крупной белой и хряка любой породы называется потомством F1, который является превосходным материалом для товарного производства. Чаще всего для получения товарного молодняка крупная белая покрывается хряком ландраса. Благодаря своим положительным качествам почти во всех странах, если не в каждой стране, порода крупная белая завоевала все ключевые позиции. Во всех странах работа с этой породой была настолько плотной, что в каждой стране были выведены буквально свои новые породы, которые стали основой местного свиноводства. Лет 40 назад маточное стадо в товарных хозяйствах состояло из крупной белой породы. Например, в структуре племенной базы России на данный момент поголовье крупной белой породы составляет около где-то 50%, а в 2000 году этот процент был на уровне где-то 90%. То есть, если раньше в товарных хозяйствах было чистопородное разведение, то сейчас эта порода используется в основном в различных схемах гибридизации. Крупная белая на современном этапе, как товарная свинья, потеряла свои позиции. Она вытеснена гибридами из-за того, что у нее много сала и что для ее откорма требуется много корма. То есть у нее высокая конверсия корма. Гибриды более рентабельны. Считается, что это сальная порода, а сало сейчас стало пользоваться меньшим спросом, по крайней мере мясокомбинаты за жирную свинину платят меньше денег и требуют свиней с толщиной шпика не более 2 см, а у крупной белой эта толщина значительно больше. В племенном свиноводстве крупной белой породе свиней нет альтернативы. Она используется во многих схемах гибридизации как материнская порода. Я люблю крупную белую породу свиней и хочу выступить ее адвокатом. А то как-то ее незаслуженно отодвигает на задний план, что, мол, для гибридизации эта порода хороша, а вот для откорма нет. Здесь есть только доля правды, но далеко не вся правда. Ладно, можно согласиться с тем, что сейчас сало стало пользоваться меньшим спросом и рынок все-таки требует больше постного мяса. Представьте себе ситуацию 20 лет назад, что тогда тоже был бы спрос больше на мясо, чем на сало. И что тогда? Какую породу мы бы разводили? Ведь в это время у нас уже была возможность выращивать и дюрков, и пьетренов, и ландрасов, но в основном выращивание свиней крупной белой породы. Почему? Все просто. Все дело в кормах. Вы попробуйте вырастить ландраса, я уже не говорю о пьетренах или дюрках, без современных премиксов, витаминов и белковых добавок, а только на одном зерновом корме. Спросите любого зоотехника, который работал в то время, какая у него была самая большая головная боль. Правильно, это комбикорма, вернее их качество. Комбикормовые заводы в то время зачастую поставляли комбикорм отвратительного качества и очень часто нарушали рецептуру. Хотя в то время комбикорма балансировали лишь по 8 показателям, если мне не изменяет память. Сейчас это может быть сотни показателей и даже больше. То есть сейчас учитываются практически все физиологические параметры свиньи. Так вот, тогда, несмотря на отвратительное качество корма, крупная белая свинья все равно могла расти. Никакой ландрас таких издевательств не мог выдержать, а крупная белая порода свиней успешно росла. Да, период корма был дольше, да, корма шло больше, да, конверсия корма была более высокой, но тем не менее свиньи росли, и в результате такого корма, конечно, сала было много. Ведь если энергии в корме много, но корм не сбалансирован по белку и в частности по лизину, то вся излишняя энергия будет конвертироваться в виде сала. А на сало, кстати, идет почти в 3,5 раза больше корма, чем на образование мяса. Так уж лучше пусть будет так, чем корм будет просто перерабатываться в навоз. Поэтому излишнее образование сала – это своего рода предохранитель при неправильном кормлении крупной белой свиньи. Сейчас 3 типа свиней породы крупная белая. Это сальные свиньи, мясосальные и беконные. Выращивайте беконный тип, который имеет конверсию 4,5 и будет вам счастье. Затраты корма на них составляют 4,5 кг на 1 кг прироста, а среднесуточный привес около 800 граммов. Выход мясной продукции составляет от 62 до 82%. Очень даже неплохие показатели. Мясо получится мраморным. Все зависит от направленности их откорма. Можно, конечно, придраться и к этим показателям. Но так зато же вы не будете привязаны к качеству корма. Колоссальное достоинство этой породы в том, что они не так требовательны к корму, как другие породы. Крупная белая свинья – это как старый советский трактор. Какую солярку не залей, хоть газолин, все равно поедет и будет пахать. Вот так и с крупной белой породой свиней. Какой корм ей не дай, все равно будет расти. Да, сала будет много, но расти будет. Это же круто. О других породах такого не скажешь.
Попробуйте ландраса хотя бы неделю покормить плохим кормом. И потом посмотрим, как все потом быстро восстановится. Я не случайно примеры привожу на ландрасах, потому что когда-то у себя на подворье я держал крупную белую и ландрасов. Сразу говорю, что это было достаточно давно, когда в продаже еще не было специализированных комбикормов, а на комплексе не всегда выписывали комбикорм. А если и выписывали, то не всегда такой, как надо. Поэтому знаю, о чем говорю. Ландраса кормишь, а он все такой же длинный и тощий, и быстро расти не хочет. Срок откорма получался все равно дольше, чем на комплексе, а вот крупная белая всегда радовала глаз. Поэтому для меня крупная белая порода свиней – это эталон свиньи, это супер свинья. Смотришь на круглые бока этой красавицы и уже в мыслях богатеешь. Но это мое личное мнение. Вывод здесь один. Крупная белая – это отличная порода свиней. О том, что это незаменимая порода свиней при гибридизации, я уже сказал. Раз уж я затронул тему ландрасов, то в следующем видео я обязательно остановлюсь и на особенностях этой породы. Ландрас мне тоже очень нравится, если есть возможность его правильно кормить. Хотя для откорма сейчас, конечно же, лучше всего это поросята F1 от крупной белой и ландраса. В комментариях делитесь своим опытом, что вы думаете об этой породе. Внизу под видео смотрите файл с информацией о том, где можно приобрести свиней породы крупная белая. Будем благодарны всем, кто приобщится к более полному наполнению данного файла. А пока всего вам доброго, здоровья вам и вашим поросятам, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!